Да, ребят, всех приветствую. Давайте сейчас мы уже будем смотреть решение Пауэлла по ставке. Я вам скажу, что это очень важное ключевое событие, от которого абсолютно точно зависит движение вот этого предновогоднего ралли, потому что потенциально мы в очень сильном сезоне, да, в самом сильной части декабря, последние 2 недели декабря самые эффективные на рынке акций. Вот, теперь, если мы говорим про Пауэлла, то основная задача будет, все знают, что он поднимет, значит, ставку на 50 базисных пунктов, то есть, ну, это практически уже заложено в ожидании рынка. Вот, другой вопрос, как он будет себя вести, то есть, есть два выражения dovish and hawkish, да, то есть он либо ястребиный, либо он голубиный. Соответственно, если он ястребиный, это означает, что нельзя бороться с ФРС. Если они агрессивно настроены, если они хотят замедлить экономику, то экономика будет падать, и они будут всеми силами давить, естественно, на рынок акций. Вот, но вы не поверите, насколько это интересная игра. Во-первых, персонально скажу, мое мнение, что я ожидаю, значит, что Пауэлл не испортит Рождество в этот раз, потому что все-таки приходится это повышение ставки, значит, пивот уровень, который ожидает сегодня, должен сделать на предрождественские дни, поэтому, ну, я не думаю, что он захочет превратить это в какой-то кромешный ад и выступить совершенно злобным каким-то товарищем. Вот, но если мы смотрим на аналитику CNBC и какие главные, что ждут крупные игроки, то мы увидим такую вещь. Ребят, напишите, пожалуйста, плюсы в чат, если работает стрим, чтобы я понимал, что все нормально, потому что иногда может прерываться, хотя тайский интернет вообще шикарный. Окей, плюс вижу. Значит, смотрите, насколько эта игра сумасшедшая, потому что CNBC отмечает, что повышение ставки на 50 базисных пунктов окей, но самое главное, чего ждет рынок, это его слова. Причем я вам сейчас покажу, насколько это важно, и насколько... Помните, я вам сказал, что был голубиный Пауэлл в тот момент, причем у меня был открыт шорт на банке, и я отступился тогда абсолютно честно. Вот, голубиный Пауэлл и вот это вот безумнейшая свеча, когда мы с вами в прошлый раз встречались, вот это безумный просто какой-то шорт-сквиз, а потом мы упали, кстати говоря. Вот, но сейчас покажу очень интересную вещь, чтобы прям дословно, где этот сток. Сейчас мы будем смотреть вместе с вами его. Так, в общем, там смысл такой передается, что Пауэлл всего лишь в предыдущий раз, он сказал, не мы будем продолжать повышать ставки, а он сказал, мы, скорее всего, подумаем что-то вроде над тем, чтобы повышать ставки дальше. То есть, и вот это был переломным моментом для рынка, чтобы сказать, что Пауэлл стал глубинным. То есть, они не продолжают настойчиво давить, повышать эти ставки. Он сказал, мы подумаем над этим. И из всей пресс-конференции, собственно, только это слово имело значение для всего рынка. Именно поэтому произошел тот же самый шорт-сквиз. Вот, поэтому будет интересно. Единственное, что можно будет только переводить Пауэлла, я сделаю так. Я выведу на экран, значит, CNBC, в прямом эфире будем его смотреть. Также, кстати говоря, сделали в этот раз real-time updates, то есть мы прям на английском можем читать это все вместе. И точно так же я выведу, значит, наш канал, где мы будем переводить прям дословно вот эти все цитаты, которые идут тут же, значит, на русский будем переводить, поэтому будем читать вместе. Значит, самое интересное, кстати говоря, если кто-то смотрит, как я подхожу к Пауэллу, давайте скажу, нагруженным, но со стопами. По каждой позиции у меня есть стоп без убыток. Кстати говоря, ребята, в группе ПОС, вот это самая шикарная вещь, просто тоже покажу. ПОС, снова про стратегию, да, мы снова возвращаемся к ПОС, что это за монстр такой. И мы видим в группе, у нас пишет Денис PRTI ПОС. Я отмечаю плюсик. Я захожу, ПОС от 50, поехали, 2,3% я вижу тут же. Вот, это нереально эффективная стратегия. Один из топ-сетапов на лонг в данный момент TT, ребят. Если вам не жалко 4% стоп, я рекомендую даже открыть позицию. Значит, если мы говорим про основной портфель, везде стоят стопы без убыток, не забываем. Если говорим про основной портфель, тоже выглядит замечательно. Тоже верим, что Пауэлл не испортит Рождество. И тоже везде стоят стопы HD, AMAT, MED, PSTG, P, везде стопы в безубыток. Всего 3 позиции, ребят. Всего 3 позициями мы в моменте рискуем. А поэтому-ка... Ну, у нас позиции защищены, поэтому я добавлю еще одну. 178.45 будет мой вход. 178.45. Мне очень нравится, как выглядит DT. Я сделаю 5% позицию. Стоп.
Стоп минус 4%, то есть около $2000. То есть это абсолютно нормально. Это большие размеры, потому что большие позиции. Значит, в процентах не более 5% мой каждый стоп. Значит, 178, давайте 58. Кстати, классная фишка есть в Interactive Broker. Смотрите, я могу выбрать USD, я могу сказать, окей, 53 тысячи мне, пожалуйста, накупи. И он их сам округлит, смотрите, TT на 53 тысячи. То есть не нужно гадать, вот мне сейчас в голове было, сколько это в акциях, да? Он замечательно сделал. Значит, Fed Decision Imminent. Значит, в любую секунду будет решение ФРС, естественно, не в любую секунду, а через 4 минуты. Вывожу. Ребята, стопы не забываем ни в коем случае. Ни в коем случае. PTG все проделал работу, поставил эти стопы, вот они тут. Чуть-чуть даже я увеличу гэп, чтобы не проскользнуть, даже до 87, давайте сделаем так. И так вот мы подходим к ФРС. Значит, пресс-конференция Пауэлла. Ну, в данный момент, ребят, выходит в 10 часов выходит у нас протокол ФРС, да, его решение. И в 30 минут будет сама пресс-конференция. Стопы по правилу клуба. PSTG молодцом. Лека немножко, мне кажется, как-то он лагает, но ничего страшного. Значит, если мы смотрим на дневной с сегодняшнего, буквально с 14 декабря, сильный период роста. Чтобы понять, насколько это выглядит прямолинейно, график я уже скидывал, всем показывал. Значит, вот настолько, с 14 просто гора, как минимум 15-16, дальше мы летим. Посмотрим. По крайней мере, это такая точка, где я скажу вам так, мы не должны упасть ниже этого уровня. Если мы упадем, это уже как бы будет такое отклонение. Ну, рынок акций это всегда такой, ребят. Стопимся, заходим заново, стопимся, заходим заново. Это всегда только так и работает. Если вы торгуете без стопов, то вы потеряете все через какое-то время. Да, кстати говоря, очень хорошие показатели по CPI и по значит, промышленной инфляции, по розничной инфляции были шикарными показатели. Поэтому мы увидели взлет рынка, безумный, кстати говоря, но фьючерсы реально нарисовали вот этот сумасшедший фитиль, просто сумасшедший. Сегодня они хорошо идут снова к этому наклонному сопротивлению, это позитивно. Вот, но тем не менее, фитиль на всех, да, даже если мы смотрим, значит, я уже показывал Dow Jones сегодня, то это чистейшей воды такой, огромнейший фитиль. В общем, очень интересно. Я ставлю, что Dow Jones все-таки протестирует 3500-3600. Значит, моя цель вот этого всего лонга, скажем так. Тем не менее, значит, давайте, моя цель лонга это, значит, дойти до 200 скользящей на QQQ. Я уберу сейчас все рисунки, чтобы вы осознали, насколько это сильный уровень сопротивления для QQQ. То есть, как минимум 303, да, он должен протестировать техи. И там я же буду смотреть. Тем не менее, мы на таких уровнях, ребят, где вы уже должны думать, а не подержать ли мне подольше, потому что, возможно, это разворот. Никто не знает, что будет дальше. Всегда из этого исходить. Смотрим. Real-time powers, значит, Пауэлл тоже вытащу сюда. Expectations and the Fed's view Смотрим, are converging here, and I think that's positive. All right, there's the 10-year yield, 3.51%. Let's call it ahead of the Fed decision. With WTI oil at 2.5%, the S&P up about 0.75%. Let's get to Steve Lee. 50 байсных пунктов поднято. Fake as expected, да, как и ожидалось, на 50 байсных пунктов. Тут ничего не ожидано. Тут, собственно, of 4.25% to 4.5% as expected. The Fed saying ongoing rate hikes will be appropriate. The Fed also raising the 2023 median forecast of Fed went up to 5.1%. Значит, он поднимает прогноз по инфляции на 2023 год до 5,5%. Вот это вот негативно для рынка. 17 of the 19 officials are now above 5% in their forecast for the 2023. None were above 5 in the September forecast. 7 officials, in fact, are at 540, and there's one person who's at 563
Значит, многие, я так понял, из ФРС, они видят некоторые даже больше 5,5 инфляцию в 2023 году. По голосованию, то, что они видели. Фантастика, казино, как обычно. Так, и смотрим быстро. Да, важнее именно, вот нас пока не написали, и в принципе этого нету, это я только услышал. То, что подняли прогноз по инфляции на 2023 год. Ratcheted up a bit. The unemployment rate to 4.6 from 4.4 for next year. Stays there for 2 years, by the way. Причем ленты, кстати, говорят, не передают особо. Я имею в виду американские ленты, ничего прям не пишут про то, что... Только что он сказал, что pretty hawkish, если смотреть на Outlook. То есть ФРС довольно по-ястребиному они сделали прогноз на 2023 год. Довиш нужно было услышать нам, не Hawkish, а Довиш. Вот это да, ребята. Ну, фантастика. Смотрим. Projections, the dots as we call them, especially into next year in 2024? So there's a discussion that I think we can have, Kelly, maybe in one of your regular terrific 1 o'clock shows, not the special, about whether the Fed is now using the dots as more of a policy tool. And I think the Fed's sending a message here that while the market has taken all this very dovishly, loosened up financial conditions, that part of this is a message, hey, we're going above 5%. We intend to be very tough here when it comes to inflation. So that 5.1%, not just by itself, but the number of people, the change from the September survey, none of them were above 5% before. And many of them now being above, what did I say here? 17 officials. Только что он сказал, ее спрашивают, девушка, чего в этом прогнозе самое, значит, ястребиное, как вам кажется? Он говорит, что ястребино то, что как будто Пауэлл показывает рынкам, что вот это вот, настолько они уверены были, что Пауэлл, значит, голубиный, но по прогнозам, которые сейчас, совершенно он не голубиный, он, наоборот, смотрит очень агрессивно на 2023 год. Вот, и это видно по прогнозам, по голосованию, какие видят, значит, какую инфляцию, значит, какое поднятие ставки в 2023 году. И они все пересмотрены всеми аналитиками их, значит, в сторону повышения. Это то, что он сказал. Фантастика. Недельные графики выглядят так, что от этой недели на самом деле очень много зависит. Посмотрите, мы у скользящих, и эта недельная свеча должна закрыться. Но если мы увидим фитиль такой при поддержке, да, ну вы видите, поддерживаемся 10-й, 20-й, давим 100-й, 50-й, то это будет хороший разворот и свечой на недельном. И опять же, вот эти самые фьючерсы, которые сейчас у нас перерисуются немножко, будет у нас выглядеть по-другому уже. Более адекватный падающая звезда будет на дневном. Кстати, бонды растут. Как обычно, ребят, на ФРС может быть просто безумная инфляция. Просто сумасшедшая безумная инфляция. И, естественно, очень интересно, что будет говорить Пауэлл. Поэтому не пытайтесь судить по какому-то первому движению. Опять же напоминаю, вы помните этот безумный шорт-сквиз, безумнейший шорт-сквиз, который был. Что происходит в следующие дни? Раз, два, три, четыре, и мы падаем ниже. То есть, по сути, если вы открыли шорт, вы все равно были бы в плюсе. Поэтому думайте, что это очень такая казиношная тема. Но стоп обязательно. Well, I think Dom's got it right. We were down about 300 points peak to trough in the few minutes after the Fed announcement came back. And we're now flattish, essentially, on the Dow. So the market has been looking to break out of 4,100 on the S&P. Why? Because that would break the downtrend, this pattern of lower lows and lower highs we've had all year. But we've had a lot of resistance there. We failed several times. We had a strong PPI last week. We went to 3,900. So the hope here is you either break out above 4,100,
or you grind around at 3,900 or so, because that seems to be where there's a lot of Смотрите, как интересно support. видится. And it looks like grinding around might be the thing to do at this point. The real problem here is Wall Street is dramatically lowering the earnings estimates for 2023 because inflation is a 2022 story. Recession is the 2023 story. What side of the recession debate are you on? And most major strategists now anticipate flat to negative earnings, 0 to down 10%. Тому человеку, который пишет «торгуйте против толпы», нужно сказать, что 80% хедж-фондов и аналитиков Уолл-стрит смотрят по медвежье. Сейчас рекорды по количеству путов, которые открыты. Такого рынок в принципе не видел. То есть настроение настолько медвежье, что все, собственно, шортят рынок. Поэтому если ты говоришь «идите против толпы», то ты ставишь на лонга рынка, по сути. Вот, и, значит, кстати, вот этот вот вопрос от Джули есть очень большой по поводу поз. Серьезно, вот это то, что работает. Я просто не перестаю показывать эти посы. Значит, от вопроса Джули, Дим, есть два вопроса, не боишься ли тем... Значит, смысл в том, что пока ничего не говорят до ФРС. Этот товарищ сказал, собственно, то, что мы видим, то, что мы постоянно говорим. Он говорит, что вот Пауэлл выпустил такой вот, значит, ястребиный прогноз на 2023 год, все пересмотрены прогнозы в сторону ужесточения, да, повышения инфляции и так далее, и нам очень важно было пробить 4100, причем он сказал, как будто он заготовил эту речь, он говорит, 4100 нужно пробить на S&P 500, чтобы доказать, что, значит, мы пробили этот даунтренд, ну, то есть, естественно, нисходящий тренд, оно понятно. Оно понятно любому человеку, который умеет рисовать какие-то линии и видит, что на S&P 500, естественно, нужно основной технический анализ, то, что мы вылетели выше 200 скользящий. Единственное сопротивление, которое осталось для медвежьего рынка, это какая-то наклонная линия, причем нельзя сказать, что она субъективная, потому что она очень даже выглядит на всех просто экранах одинаково, поэтому вы сами можете нарисовать. Но он говорит 400, и мы пробьем, значит, и выйдем в бычий рынок. Супер, спасибо, мы об этом знаем. Вот, и пока ничего нового. Основной мы уже услышали. Ой, смотрите, какая красота на самом деле технического анализа. Опять же, если посмотрим, то есть не смогли пробить в этот раз. То есть на самом деле это тоже obvious, да, то есть это совершенно очевидно было бы, значит, отлететь вниз. То есть сказать, что рынок упадет от этого уровня, это наоборот сказать, что мы идем по толпе. Это слишком очевидно. Вот если мы опять же переключимся на фьючерсы, быстро смотрим. So I do think I think this is a mistake. I think the Fed is trying to be hawkish to, you know, show. Этот говорит, что это, я думаю, что это ошибка. Он сказал, что инфляция все равно затухает, зачем ФРС нужно быть истребиными. Мы нашли еще одного в лагере быков. И он сказал, что он разочарован тем, что вышло. Смотрите, какое безумие на неделю. Но это не самый лучший недельный график, если так и закроется свеча. И QQQ, без преувеличения, это монстр-база, монстр-консолидация, которая, по сути, сколько у нас там уже? 3 месяца, более 3 месяцев. QQQ ничего не делает. В зависимости от уровня, но мы говорим 83 торговых дня, уже больше 3 месяцев торговых. Значит, 1,2% QQQ сделал. В общем, мощь. Давайте посмотрим на VIX. Кстати говоря, очень важно будет, взлетел ли VIX. Да, в прошлый раз он был глубинным, всем показалось, и поэтому рынок полетел, нарисовал это. Сегодня он кажется всем дистрибьютом. Я вот, между прочим, мне очень интересно, как интересно VIX цепляется за 20-ю скользящую. Кстати, какой-то сумасшедший молот, ребят, на UVXY. And we're going to see less volatility as a consequence. I think that's generally a good thing. So the thing I would emphasize here is there's a little bit of dissonance left. Кстати, VIX не настолько прям вот сильно взлетел, да? Иногда он взлетает, будь здоров. Давайте переключимся на VIX. I think will generally be supportive of financial markets. You know, some resolution of the uncertainty, some convergence. You know, in that forward-looking policy that I said earlier, I think that's generally a good thing, and I think that's where we're headed. All right, so viewers, an update for you guys right now, and those listening on Sirius XM channel 112. Markets are at session lows. The Nasdaq Composite is off almost 100 points. The S&P is down about 27, 28 handles. Call it that just kind of, so to speak. Yeah, I'm checking it right now. Now down about 20, so half of 1% declines. The Dow is now down 165, 170 some points.
Значит, все ждали easing, да, вот эти слова, которые мы все должны были отследить у Пауэлла, это было easing, то есть ослабление, наоборот, хватки. А значит, в протоколах все говорит об ужесточении этой хватки. Вот видите, как это происходит? И опять же, сегодняшний день, по сути, как мы уже видели по истории, это постоянное неизвестно что. Значит, если мы говорим про ФРС, никто не знает. Вы знаете, сезонный период очень сильный. И я вам скажу, что легко мы можем увидеть ралли. Объясняется очень просто. Ралли-то объясняется тоже довольно-таки просто. Значит, одна из причин, например, то, что хедж-фондам, они должны показать своим клиентам, что они не сидят в кэше. Ну, как бы, я сижу в кэше, да, а они говорят, что вот у меня закуплены, например, надежные акции, да, мы считаем уже, мы не знаем, где рынок развернется, потому что никто не знает, давайте закупим какие-то надежные акции, покажем это в отчетах своим клиентам, что мы якобы делаем какую-то работу, вот, и это связано тем, что акции начинают расти, естественно, есть еще и сезонный период, то, что все начинают покупать товары этих, значит, компаний, вот, но в основном отчеты, потому что Уолл-стрит управляет рынком. Поэтому это сильный сезонный паттерн. Если вы видели на нашем канале, у нас есть график, который показывает, что это второй по эффективности месяц в году. Второй по эффективности месяц в году. Давайте посмотрим. Вот. 74% только у апреля он бывает позитивным. На втором месте декабрь. И если мы говорим про уточнение декабря, то это вторая половина декабря, в которой мы. Поэтому для меня пока ничего не решено. Но ФРС мог бы, конечно, быть умнее, скажем так. Так, если мы говорим, ребят, про ПОС, вот эта стратегия, возвращаясь к вопросу Юлии, есть два вопроса. Не боишься ли ты, что чем больше людей узнает о ПОС, тем хуже она будет отрабатывать? Я без преувеличения боюсь, потому что если вы не видели, как она работает, значит, вот у меня есть, например, зеленый watch-лист, это то, что сработало в моих заявках. Вы знаете, как тогда это срабатывает? Например, Эйхер упал, но он возвращается за 20-ю автоматом, как будто и откупается, выше идет. ER, смотрите, подходим к 20-й, полетели, сделали 3%. ES, смотрите, 20-й, и еще 6%. То есть это абсолютно рандомные акции, я сейчас показываю. ALK, кажется, что пост не сработал, а он сработал, потому что он прыгнул куда-то. То есть он прыгнул до того момента, чтобы поставить правила клуба. ELCN, смотрим, пост, пожалуйста. Я говорю, это какая-то мистика. MKR, пост. Эти заявки, грубо говоря, это то, что я вам писал. Я заношу в зеленый watch-лист то, что уже отработало из этих заявок. AMP, проверяйте. 3%. Значит, ANET, кажется, не сработал. POS сработал. Он давал 1%. Конкретно POS был закрыт мной в плюс. Дальше мы уже открыли позицию не по POS. Пожалуйста, ASC тоже, посмотрите, он удержался. То есть он внутри дня как-то, может быть, сходил в плюс. CAT упал ниже. Надо посмотреть, волатильность, скорее всего, не сработала. 1 ETR 3.71. CGBD. Я не вижу ни одного, чтобы не сработал. 3%. Чега. Смотрите, чек. Оу. Чек у меня был открыт в 1%, я его тоже видел, там даже 2%. Вот, поэтому я скажу так, для меня все-таки сильный сезонный период, и мне очень хочется понаблюдать, что скажет Пауэлл. Пока тут аналитики говорят, они говорят разные вещи, вот этот явно у нас грустный, этот тоже грустный, как будто одна девушка, но я уверен, что девушка даже не торгует на этом видео. На падающем рынке ПОС тоже работает. Абсолютно точно. Я тебе скажу так, все заявки срабатывают на падающем рынке. Ты можешь, если что, инвертировать все эти ПОСы. Вот. Единственное, что если камнем падает рынок вниз, естественно, нужно следить за заявками. И не более 3 открытых позиций по ПОС в моменте. Смотрите, мы очень хорошо, скажем так, флиртуем, да, жаргонно, у 200 скользящей. То есть, если мы посмотрим, на самом деле это очень символично выйти за нее, потому что все-таки около. Впервые мы закрылись, волатильность может быть, никто не обещает легкого, что мы полетели. Посмотрим. I don't necessarily think Kelly Evans was wrong earlier when she pointed out how wrong the Fed has been, but somebody's got to turn tail here, either the markets or the Fed, and this is going to be a very interesting story from here. I look forward to continued discussions with my colleagues in Chicago. Да, сейчас у нас, кстати говоря, значит, полуфинал, очень интересный. Thanks to our panel, John Bellows, Mona Mahajan, David Kelly, as well as, of course, Steve Leisman, Bob Pisani, and Rick Santelli as well, Kelly.
So it gets even more interesting from here on out. Coming up, former Fed Governor Frederick Mishkin will tell us how high he thinks rates should go and for how long. Our analysis of the central bank decision continues with the press conference starting in less than 15 minutes time. This often ends. Поэтому всегда относитесь к рынку акций, опять же, как к хаосу и подумайте, как вы можете управлять этим хаосом. Единственный способ управлять хаосом – это торговать, а не то, что выйти. Следующий шаг – не открывать одну позицию, а открывать 1000 следующих позиций и рассматривать их результат как одну, потому что мы в хаосе в полном, мы не знаем, что может сработать. В один раз может ничего не сработать, а через 1000 повторений. Вот, и второе, естественно, торговать стратегии с большей вероятностью. Поэтому торговля по тренду, ну, не может быть ничего заменено, кроме как торговля по тренду, потому что мы ставим на то, что с большей вероятностью тренд продолжится. А дальше уже с помощью ПОС мы просто находим самую идеальную точку входа по соотношению риск-прибыль, и ставим на продолжение тренда. То есть это, скажем так, просто топ. Лучше нету ничего. Другого невозможно придумать ничего просто. Давайте посмотрим фьючерсы. ИС. Да, ну вот я говорю, что вот этот фитиль, конечно, сумасшедший. Для меня была по реакции вчера, например. Полное, значит, зеркальное отражение того, что мы видели 13 декабря. 13 декабря я выпускаю пост «5 причин не обращать внимания на слова аналитиков и быть очень по-бычьи настроенным на рынок». Буквально на этой свече, буквально ювелирно мы определили эту свечу. Я помню, что некоторые участники, которые посмотрели урок панели приборов, они сказали, ВИКС не завалился в этот момент. Вы не представляете, насколько это золотой сигнал, вы осознаете. Рынок упал, фьючерсы упали сумасшедшим образом, а рынок не отреагировал на это, а ВИКС не отреагировал на это. То есть можно было зайти со стопом на ВИКС, и это была самая ювелирная иголка вот тут вход. Вот, то есть лучше этого не придумать. Сейчас противоположная сторона, мы вылетели и на хороших новостях полностью распродали. И нарисовали фитиль на фьючерсах. То есть, ну, фитиль такой запоминающийся. Вот так вот. ПОС. Первый отскок от скользящей. Значит, в основе моего теханализа я не рисую никакие каналы, какие-то фигуры, паттерны, еще что-нибудь. Я смотрю на, значит, скользящие. Скользящий средний – это просто среднее значение цены. Вот просто среднее. Опять же, я сказал, что такое среднее значение цены? Вот вы получаете зарплату, давайте скажем, в один день 100 тысяч, в один месяц 100 тысяч долларов, 100 тысяч, давайте скажем, долларов, да. Во второй 500 тысяч долларов в месяц, значит, третий месяц 200 тысяч долларов, четвертый месяц 50 тысяч долларов. Вы говорите, слушайте, круто, у меня были вроде 500 тысяч долларов мне платили за месяц, но вопрос в том, а средняя это какая у меня? И вы берете, считаете, и средняя у вас там 250 тысяч долларов. То есть примерно то же самое. Если хотите узнать среднее значение цены, возьмите скользящую. И именно поэтому она всегда выступает сопротивлением поддержки. Посмотрите, какая красота. 200 EMA бум и упали. 200 EMA бум и какая-то реакция была. То есть постоянно это происходит. Поэтому просто теханализ основан на усредненном значении цены, на среднем значении цены. Мы ставим на то, что тренд продолжится от нее. В основе лежит то, что рынок не движется, значит, он дышит, да, цена ракета летит по прямой, делает выдох, вдыхает, выдыхает. Мы заходим на вдохе. И мы заходим на скользящее на следующем, на первом выдохе в ожидании второго вдоха. То есть, просто логика железная. Давайте смотреть теперь аналитиков. I actually would have preferred to actually keep on the 75 basis point cycle for one more time, because I think that actually that they have to go to higher rates than the market's anticipating, and also that the dot plots are indicating. Товарищ говорит, что в итоге ФРС поднимет ставки больше, чем ожидает рынок этого. Назначение больше, чем ожидает рынок. А ожидает, значит, закладывает. And they're going to be serious about not pivoting. That there are now calls for people to say, gee, you know, the Fed should not. И RDX вчера. И RDX вчера пост. Посмотрите, ювелирно какая красота. Вот эта иголка. Вы заходите точно на значение скользящее. Вот это ювелирная работа алгоритмов. Плюс 16% за день. Этой стратегии возможно. Я никогда не видел, чтобы кто-то реально торговал на скользящих. Но первый отскок от скользящих я 100% не видел ни от кого. И первый отскок это немножко по-другому заключается, поэтому ты прочитай книгу. Книга, господи, это 140 страниц с очень крутыми примерами, и ты можешь проверить сам, работает она или нет. Заключается она немножко в другом уже. Это модернизация, конечно.
Для меня важен RS-рейтинг. Все мои сортировки в MarketSmith по акциям, которые летят, значит, с высокой относительной силой. Да, RS-рейтинг высокой относительной силы к рынку. Если маленький RS-рейтинг, это большая слабость к рынку. Относительная сила, относительная слабость, я где-то урок записывал, не знаю, года 4 назад даже на YouTube. And so right now, they've only gone to sort of moderate tightening. It's not Pause. really, in fact, they've just really gotten to neutral just fairly recently. So from that perspective, I think that, Зайдите на канал Теханализ, вы можете почитать вот тут, что означает ПОС, в принципе. Если вы не поняли, скачайте полноценную книгу, а дальше проверьте то, что я рассказываю, значит, в этой информации, потому что довольно-таки, знаете, мистически, насколько это работает, без преувеличения. То есть это прям очень эффективно. Собственно, весь мой зеленый портфель, я имею в виду ViewSeek портфель, он был сделан из ПОС. Не смотрю портфели, потому что, чтобы не реагировать, я не могу, понимаете, смотреть, вести стрим, потом реагировать на это. Лучше, иначе в 20 раз вы ошибетесь. Поэтому лучше дать цене походить, куда она хочет, посмотреть, стопы стоят и все. Потом уже заново открывать позиции. ПОС смотрим. Так, пытаюсь найти, пока мы ждем. Давайте послушаем, что они у нас говорят. Do they actually are willing to actually say that the risks that are more dangerous right now are not getting inflation under control rather than having the economy go into recession? And that's always a balance. But I think that there are a lot of people saying, gee, we're going to have a recession. Isn't that terrible? But in fact, in order to get inflation under control, that's what the Fed is going to have to do. This, you could look at past episodes. You always get a slowing in the economy when you're actually trying to get inflation under control. And that's even more true when you've actually gotten a little bit behind the curve, as the Fed has. All right, so we've got just about maybe a minute or so left here. Frederick, before we let you go, is there a case to be made? Сейчас слушаю пока. A lot of folks, economists, are talking about this idea that interest rate policy has a long and variable lag. I've heard that term a lot now these days. Is there a case to be made that these days, this decade, that long and variable lag has become shorter, that we see policy impacts in as little as 3 to 6 to 9 months as opposed to 18, like Kelly pointed out before? I really don't think so. I think that the lags are pretty long. And that's one of the reasons why it's not easy to be a central banker, that you've got to call the shots and sort of call the shots now for what you think is going to happen a year to 2 years from now. So I think that that's the age-old problem that central banks have, which is that they have to try to anticipate the future. It's not easy to do so. You can make some big mistakes that the Fed actually did make in this recent cycle. But that's just the job. It's part of what you have to do. And in fact, this is also an indication that you're operating under uncertainty, that sometimes you have to actually ask which of the balance of risks that you think are much more dangerous. And in this particular episode, not getting inflation under control right now is actually quite dangerous. Что он говорит? Он говорит, что ФРС делает свою работу, чтобы побороть инфляцию, нужно, значит, перегнуть палку, значит, и задавить активность в экономике, да, тогда можно задавить, значит, тогда можно обуздать инфляцию. Дальше он говорит, что если мы не обуздаем инфляцию, это гораздо страшнее. И другой товарищ его спрашивает, значит, ведущий спрашивает, значит, а то, что лагает все показатели, то есть он говорит, вот мы видим, даже сейчас инфляция упала, и по сути это уже лагающий показатель, то, что вышло, потому что сейчас еще ситуация лучше. Он говорит, что да, мы все знаем про этот лагин индикатор, что это все лагает, но тем не менее, он говорит, ФРС это сложная работа, но они не хотят не догнуть эту палку, иначе это будет еще страшнее последствия. Вот, ну то есть, собственно, тоже что-то вроде это слышали, поэтому ничего нового они в принципе не говорят, но вот ФРС удивил, ФРС смог сегодня сказать что-то новое. Ждем 6 минут до пресс-конференции Пауэлла. И тут Пауэлл сейчас с таким гневным взглядом будет смотреть на всех. Вот это будет очень интересно. Да, видите, фьючерсы на процентной ставке чуть-чуть отодвинулся прогноз. Чуть-чуть они все повысили. Ястребиный рождественский Пауэлл, скажем так. Рынку не нравится график, потому что ставки будут относительно выше в конце 2023 года. И в итоге 5,5.
То есть ставка становится примерно на 5,5, кто-то ставит 5,65 даже, например. Так, дальше что мы смотрим? Дальше ждем Пауэлла. Кстати говоря, ребят, постоянно следите за фьючерсами. Я их, опять же, добавил на панель приборов. Они дают, ну, огромное количество подсказок. Просто нереальное количество подсказок. Например, для меня было бычьим вот тот факт, когда на акциях я не был бычьим и продолжал держать позиции. На Dow Jones, в частности, это был минус. Вот на этой свече, посмотрите, многие, помните, говорили, о, мы пробили. Ты ставил, что мы удержим 20-е, я сказал, пробивалась скользящая 20-я на Dow Jones. Мы ее удержали. И мы держали позицию на Dow Jones, там 100 тысяч долларов. В минусе она была. Я был по бычьи настроен только благодаря фьючерсам. Посмотрите, что делают фьючи. Значит, во-первых, они подсказали уровень, что цена от скользящей дважды вот так вот отстукнулась и полетела вверх. Чего мы не увидели на S&P 500. То есть, ребята, золото, просто то, что я вам рассказываю. Дальше, в момент вот этой распродажи, которая могла вызвать панику 9 декабря, на S&P 500 тоже не самая приятная свеча, которая говорила, а мы, собственно, можем упасть и ниже, вот сюда. Последний, да, это к 10-й, значит, к 50-й скользящие. Но фьючерсы в этот момент выглядели довольно-таки позитивно, вот с этим вот отскоком. Да, то есть это норма. Они дошли до 200-й, посмотрите, до 200-й EMA, не смогли ее пробить и полетели еще ниже. То есть это абсолютно нормальная реакция. Это было позитивно. Вот. Что мы видим сейчас? Ну, не самый позитив, потому что мы сделали rejection, да, отражение от того же самого уровня. От того же самого уровня наклонного сопротивления сегодня. Пока в моменте. Ну и этот сумасшедший фитиль. Поэтому ждем Пауэлла. Сезонный период. Понимаете, есть тот момент, когда, знаете, по панели приборов просто кричит вам 100% лонг. Просто все параметры на это указывают. Бывает момент неопределенности. Бывает какой-то красный флаг, например, на фьючерсах, а зеленый паттерн на сезонности. Поэтому вы сидите, вы наблюдаете, вы получаете сигнал, вы торгуете. Так, смотрим ФРС. But also in combination with the economic and inflation forecast that the committee put together, right? So they're saying growth is going to be worse than we GDP growth. That's as close as the Fed's going to get to predicting recession. Сейчас смотрим на Пауэлла, ребят. Core inflation higher than we thought just 3 months ago. So that combination is unsettling. If they think inflation is going to be even higher while growth slows down, unemployment has to go up. PCVX, нереальная красота на самом деле. Пере, давайте я продолжаю, просто попутно идем, пока 2 минуты остается. Просто смотрите, проверяйте мою теорию. Я вот открыл случайный список. До пере зеленого все работает. Посы, вы осознаете, какой отдачей она обладает? Пере. Я вам скажу так, посы не отыгрываются, потому что я удивился, но у многих зарубежных брокеров даже нет такого функционала. Хорошо, что Interactive Brokers свой сделал. Снова смотрите, 1.69, опа, на следующий день 2.13. Какой-то выстрел да будет. Снова около нее походили. Это мы видели. Пи. Ран. Ран не удержал ее, пожалуйста. Первый лосс. Единственное, нужно взвесить. Был ли у нас стоп. И тут на помощь приходит этот индикатор POS, про который я буду записывать видео. 6% у вас должен быть стоп. От 20 мы откручиваем 6%. И мы видим, что наш стоп не сработал. А POS сработал. И мы получили 11% в моменте. Sun, снова, POS отработали. SMCI, POS, кстати, мы его видели, у нас даже был в плюсе. 5%. 5.02 на текущий момент. Пожалуйста, снова. Мы упали ниже скользящие. Но ATR выдержал. Я говорю, это просто магия. TEX вверх. TKC. Мы пока что с вами не увидели за все, что мы в прямом эфире смотрим. Абсолютно рандомные акции какого-то лосса на посе, сейчас. Так, смотрим пресс-конференцию Пауэлла. Все уже распродают тут же. Да. Он говорит, может быть, все-таки Пауэлл обратит внимание и что-нибудь скажет позитивное по поводу CPI, который мы получили вчера. Он говорит, что будет то же самое, будет говорить, что прям даже таким же акцентом, что ставки здесь надолго, что мы будем смотреть, наша задача победить инфляцию, все это мы слышали. Но хочется услышать, что он заметил CPI хотя бы позитивный.
Я и с любым эксперимент проведу по поводу сделайте портфель только на посе и доложите, скажем так, доложите мне о результате. С любым поспорю, это будет самая эффективная стратегия. Я торгую по ней, собственно. Смотрим. Good afternoon. Before I go into the details of today's meeting, I'd like to underscore for the American people that we understand the hardship that high inflation is. Господи, он говорит, людям, мы понимаем, что вы там страдаете от инфляции. И мы сделаем 2,2%. Over the course of the year, we've taken forceful actions to tighten the stance of monetary policy. We've covered a lot of ground, and the full effects of our rapid tightening so far are yet to be felt. Even so, we have more work to do. Нам больше еще предстоит сделать Price работу. stability is the responsibility of the Federal Reserve and serves as the bedrock of our economy. Without price stability, the economy doesn't work for anyone. Без стабильности в цене у нас не будет работающей экономики. Намекает он, что ФРС ему не нравится, инфляция ему не нравится. Today, the FOMC raised our policy interest rate by a half percentage point. Ну, это то, что они подняли ставку на 50 пунктов. Ongoing increases will be appropriate in order to attain a stance of monetary policy that is sufficiently restrictive to return inflation to 2%. Ну, ongoing, значит, повышение ставки, продолжение повышения ставки будет уместным. Significantly reducing the size of our balance sheet. Мы уменьшаем наш баланс Price stability will likely require maintaining a restrictive policy stance for some time. Значит, вот эта вот политика будет какое-то время держаться. Экономика США замедлилась очень сильно, сравнивая с предыдущим годом. Не меняется последний квартал. Growth in consumer spending has slowed from last year's rapid pace, in part reflecting lower real disposable income and tighter financial conditions. Activity in the housing sector has weakened significantly, largely reflecting. Ну, в секторе жилья там все у них, кстати говоря, ужасно, на самом деле. То есть очень замедлили очень сильно в секторе жилья. As shown in our summary of economic projections, the median projection for real GDP growth stands at just 0.5% this year and next. Ну, рост, вот этот на графике рост GDP, да, ВВП США 0,02 в 2024, в 2023 и так далее. Рост ВВП. Он говорит, что заявки на работу, job vacancy, вакансии очень высоки все еще. Помним, они хотели увидеть это слабый, этот отчет. Им не нравится, что рынок труда очень сильный, как будто они не замедлили. With demand substantially exceeding the supply of available workers. Видите, вот он говорит, что очень сильный рынок труда, демант больше supply, то есть... Эх, Пауэлл. Вот видите, он говорит, мы ожидаем, что рынок труда придет к лучшему балансу. Что означает баланс? Он говорит, почему экономика США замедлена, а рынок труда такой сильный, блин. И я извиняюсь, но это означает, что он хочет замедлить рынок труда. А это довольно-таки сильная работа, если честно, чтобы замедлить рынок труда, который у них растет. Блин, Пауэлл, а рождественский ты наш. Was 6%. Ну, почему ты не скажешь, что CPI стал лучше? Inflation data received so far for October and November show a welcome reduction in the monthly pace of price increases. But it will take substantially more evidence to give confidence that inflation is on a system. Нам нужно больше доказательств, что инфляция стала лучше. Что-то как-то слишком истребino. Мало доказательств, что CPI там рушится и все рушится. Естественно, тут СВО тоже. Все виновато в инфляции. Пауэлл нужно зайти на Telegram Full Time Trading, посмотреть, что инфляция падает. 2.5% in 2024 and 2.1%
in 2025. О, ВИКС. Participants continue to see risks to inflation as weighted to the upside. Despite elevated inflation, longer-term inflation expectations appear to remain well anchored, as reflected in a Ну, он broad сказал, range of несмотря на то, что surveys of инфляция households, вот какая есть, businesses, and мы все равно forecasters, энкорт as well as оставляем, measures from financial markets. наш прогноз по That is инфляции not такой grounds же. for complacency. The longer the current bout of high inflation continues, the greater the chance that expectations of higher inflation will become entrenched. Очень The интересно. Fed's monetary policy actions are guided by our mandate to promote maximum employment and stable prices for the American people. My colleagues and I are acutely aware that high inflation imposes significant hardship as it erodes purchasing power, especially for those least able to meet the higher costs of Ужасно. essentials like Он food, и его housing, коллеги and осведомлены о transportation. том, что инфляция очень сильно давит на We are highly потребителей. attentive to the risks that high inflation poses to both sides of our mandate, and we are strongly committed to returning inflation to our 2% Мы знаем, что objective. инфляция вредна всем, и мы стронго, At значит, today's meeting, вернуть the ее committee 2 raised the 2%. target range for the federal funds rate by a half percentage point, bringing the target range to 4.25% to 4.5%. And we are continuing the process of significantly reducing the size of our balance sheet. With today's action, we have raised interest rates by 4.25 percentage points this year. We continue to anticipate that ongoing increases in the target range for the federal funds rate will be appropriate in order to attain a stance of monetary policy that is sufficiently restrictive. Он повторяется, если to return честно. Он снова inflation сказал, to что 2% over time. повышение ставки будет уместным. Over the course of the year, financial conditions have tightened significantly in response to our policy actions. Financial conditions fluctuate in the short term in response to many factors, but it is important that over time they reflect Вырубайте Павла, ребята. the policy restraint that we're putting in place to return inflation to 2%. We are seeing the effects on demand in the most interest-sensitive sectors of the economy, such as housing. It will take time, however, for the full effects of monetary restraint to be realized, especially on inflation. In light of the cumulative tightening of monetary policy and the lags with which monetary policy affects economic activity and inflation, the committee decided to raise interest rates by 50 basis points today. Ну, вот это вот, тут же рынок отреагировал, между прочим, какой-то маленькой зеленой свечкой. Он сказал, что, значит, мы осведомлены о лагах в данных, то есть это даже с задержкой, данные по инфляции еще должны быть лучше, актуальны. Именно поэтому мы повысили на 50 базисных пунктов. Хоть что-то. Is 5.1% at the end of next year, a half percentage point higher than projected in September. The median projection is 4.1% at the end of 2024. Только что он сказал, что повышен 3.1% at the end of 2025, still above the median estimate of its longer run value. Только что он сказал, что все равно выше, чем медиана прогноз у них. Decision or plan, and no one knows with any certainty where the economy will be a year or more from now. Our decisions will depend on the totality of incoming data and their implications for the outlook for economic activity and inflation. And we will continue to make our decisions meeting by meeting and communicate our thinking. Мы будем продолжать делать выводы и какие-то решения митинг за митингом. Неудивительно. Our overarching focus is using our tools to bring inflation back down to our 2% goal and to keep longer-term inflation expectations well anchored. Reducing inflation is likely to require a sustained period of below-trend growth and some softening of labor market conditions. Restoring price stability is essential to set the stage for achieving maximum employment and stable prices over the long run. The historical record cautions strongly against prematurely loosening policy. We will stay the course until the job is done. Ну, они будут оставаться курса, пока задача не будет выполнена. Вот тебе зеленая ракета. Кстати, как конвертировав график, можно увидеть консолидацию на 200. Пожалуйста, зеленая ракета. Steve Leisman, CNBC. Thanks for taking my question. В общем, ничего, вот он прям вот так вот интересного не сказал. Чтобы какое-то облегчение, какого-то голубиного. Я не понимаю, он вообще сам осознает, что он делает-то, потому что он до этого был голубиный вот на этой вот красной свече, да, для инверторов. То он был ястребиным на этой свече. Ну что это за человек такой?
Значит, голубиный вот тут, ястребиный сегодня. a problem for the Fed and its effort А at данные attacking лучше, между inflation? And прочим. if so, do you need to do something about that, and how would you do something about that? Thank you. So as I mentioned, it is important that overall financial conditions continue to reflect the Я бы не policy сказал, restraint that что we're он putting in нейтрален. place to bring inflation down to 2%. We think that financial conditions have tightened significantly in the past year, but our policy actions work through financial conditions, and those in turn affect economic activity, the labor market, and inflation. So what we control is our policy moves and the communications that we make. Financial conditions both anticipate and react to our actions. I would add that our focus is not on short-term moves, but on persistent moves. And many things, of course, move financial conditions over time. I would say it's our judgment today that we're not at a sufficiently restrictive policy stance yet, which is why we say that we would expect that ongoing hikes would be appropriate. And I would point you to the SEP, again, our current assessment of what that peak. Теперь вы можете прочитать по соннику, давайте скажем в кавычках соннику Пауэлла, потому что он сказал ongoing hikings. И ongoing, да, теперь если мы зайдем на CNBC и вот в этой статье, я опять же найду ее, там сказано, как нужно слушать его. Ongoing, что означает? Либо slowly hiking, что-то такое. То есть настолько безумно разница. Надо будет записать ongoing hikings. And today, the SEP that we're published shows again that overwhelmingly FOMC participants believe that inflation risks are to the upside. So I can't tell you confidently. Он сказал, что инфляционные риски сверху, да, не снизу. Они боятся не дожать инфляцию, только что он сказал. What we're writing down today is our best estimate of what we think that peak rate will be based on what we know. Obviously, if the inflation data come in worse, that could move up, and it could move down. Он сказал, если дальше инфляционные данные выйдут хуже ожиданий, то мы будем повышать, если лучше, сверхъестественно ничего нету тут. Gina Smilik, New York Times. Thanks for taking our questions. The SEP, like you mentioned, suggests that the Fed will be making another 3/4 percentage points worth of rate increases in 2023. I wonder if you would foresee that being in 25 basis point increments, 50 basis point increments, sort of how you see the speed playing out Она going говорит, что forward. дальше And 25 then I будет или wonder чего? what you're looking at 25 as you базисных пунктов. determine when to stop. И когда вообще вы остановитесь с повышением ставки? So, as I've been saying, as we've gone through the course of this year, as we lifted off and got into the course of the year, and we saw how strong inflation was and how persistent, it was very important to move quickly. In fact, the speed, the pace with which we were moving was the most important thing. I think now that we're coming to the end of this year, we've raised 425 basis points this year, and we're into restrictive territory. It's now not so important how fast we go. It's far more important to think, what is the ultimate level? And then at a certain point, the question will become, how long do we remain restrictive? That will become the most important question. But I would say the most important question now is no longer the speed. So, and that applies to February as well. So I think we'll make the February decision based on the incoming data and where we see. Ну, он говорит, что уже не так важно, как быстро мы будем повышать. Важно дойти до уровня, который поборет инфляцию. То есть, в принципе, это может говорить, что не так вот он прямо вот. Они будут душить ее, по крайней мере, то, что можно интерпретировать. I've told you today we have an assessment that we're not at a restrictive enough stance, even with today's move, and we've laid out our individual assessments of what we would need to do to get there. At a certain point, though, that we'll get to that point, and then the question will be how long do we stay there? And the strong view on the committee is that we'll need to stay there, until we're really confident. Ну вот он дальше сказал, что мы повысим ставку и будем оставаться в этом состоянии какое-то время, и большинство членов были согласны с тем, что нужно оставить ставку. Ну опять же то же самое, да, 25 базисных пунктов, потом взять и остановиться от повышения и посмотреть на данные. And demand settles down a little bit and maybe goes back to services a little bit, and we start to see goods inflation coming down. We're now starting to see that in this report and the last
Then you go to housing services. We know the story there is that housing services inflation has been very, very high and will continue to go Ну, up. вот опять же, у них рынок недвижимости, рынок жилья, очень высокая инфляция. Там вообще никто не берет, между прочим. Рынок недвижимости в США прям ужасный. Да. А как при такой ставке, при такой инфляции ты будешь брать? That inflation will come down sometime next year. The third piece, which is something like 55% of the index, PCE core inflation index, is non-housing related core services. And that's really a function of the labor market largely. The biggest cost by far in that sector is labor. And we do see a very, very strong labor market. Видите, он говорит, мы видим очень сильный рынок занятости, рынок труда. Vacancies are Вакансии. and really there's an imbalance in the labor market between supply and demand. So that part of it, which is the biggest part, is likely to take a substantial period to get down. The goods inflation has turned pretty quickly now after not turning at all for a year and a half. Now it seems to be turning, but there's an expectation really that the services inflation will not move down so quickly, so that we'll have to stay at it, so that we may have to raise rates higher to get to where we want to go. And that's really why we are writing down those high rates and why we're expecting that they'll have to remain high for a time. Ну, он сказал, что рынок труда очень сильный, вакансии очень сильные. Мы помним, это не нравится Пауэллу, и он сказал, что, возможно, потребуется больше давления, чтобы ослабить рынок труда. И поэтому нам придется поднять ставку выше. То есть, видите, опять же, они хотят увидеть слабый рынок труда, о чем говорил Пауэлл много-много раз. But it's nearly a full percentage point rise, and that's well in excess of what has historically been associated with recession. Why wouldn't this be considered a recessionary projection? О, главный вопрос по рецессии его теперь. I'll tell you what the projection is. I don't think it would qualify as a recession, no, because you've got positive growth. The expectations in the SEP are basically, as you said, which is we've got growth at a modest level, which is to say about a half a percentage point. That's positive growth. It's slow growth. It's well below trend. It's not going to feel like a boom. It's going to feel like very slow growth, right? In that condition, labor market conditions are softening a bit. Unemployment does go up a bit. I would say that many analysts believe that the natural rate of unemployment is actually elevated at this moment. So it's not clear that those forecasts of inflation are really much above the natural rate of unemployment. We can never identify its location with great precision. But that 4.7% is still a strong labor market. If you look, you've got... Опять же, отмечает сильный рынок труда, labor market. That companies are very reluctant to lay people off, other than the tech companies, which is a story unto itself. Generally, companies want to hold on to the workers they have because it's been very, very hard to hire. So, and you've got all these vacancies out there far in excess of the number of employed people. That doesn't sound like a labor market where a lot of people will need to be put out of work. So that there are channels through which the labor market can come back into balance with relatively modest increases in unemployment, we believe. None of that is guaranteed, but that is what their forecast reflects. Ничего не понятно. Я имею в виду, что чего-то прям, опять же, такого не сказал прям про рецессию. Прям в основном. Он сказал, что GDP у нас растет, у нас есть медленный рост, поэтому какой-то рецессии нету. ВВП, естественно, США растет, но очень медленно, он говорит, поэтому пока рецессии нет. А будет она, он не сказал. Does that mean, all things equal, you would feel more comfortable probing where the terminal rate is by moving in 25 basis point increments, including beginning at your next meeting? I haven't made a judgment on По 25 базисных пунктов на следующей встрече. But what you said is broadly right, which is having moved so quickly and having now so much restraint that's still in the pipeline. We think that the appropriate thing to do now is to move to a slower pace. Вот, он сказал только, что мы до этого повышали очень-очень-очень быстро ставки, поэтому имеет место в данный момент замедлить эти ставки, он согласен. То есть он говорит, что, может быть, это уже даст какой-то эффект. Made of sense, это все правильно. То есть это хорошо. 25 базисных пунктов и пауза, так как и ожидал рынок.
variety of factors, including the incoming data in particular. Классный мемчик у нас на канале. Послушайте его. Вам, ребята, кто в США, нужно потерять работу, чтобы сделать Пауэлла счастливым. Да без преувеличения, он об этом говорит постоянно. Он также сказал в интервью, что мы осведомлены о том, что, наверное, рынок труда уже в худшем состоянии сейчас, чем до этого. Just a matter of practice, the SEP reflects any data that comes out during the meeting, and participants know that they know this, that they can make changes to their SEP during the meeting, well in advance of the press conference, so that we're not running around. But that's not the case. It's never the case that the SEPs don't reflect. Он сказал, кстати говоря, правильно. Вот Алексей написал, техи тысячами увольняют. Техи, он сказал, что техи, он говорит, это отдельная история. Он говорит, но если мы смотрим на другой рынок, то там нет увольнений. Поэтому, говорит, техи это просто свойство этой рецессии, скажем так. I'm wondering if we could talk about the projection for the unemployment rate. Why has the Fed raised its unemployment projection? Is it because the model suggests that a higher terminal rate would automatically cause Он сказал, что вы подняли прогноз по безработным. Ну, замечательно. Видите, но это, он говорит, отвечает, но это не из-за силы рынка труда. We've continually expected to make faster progress on inflation than we have. И он сказал, что And that's why the peak rate for this year goes up between this meeting and September. Он сказал, что мы ожидаем лучшие данные всегда. And that's why unemployment goes up, because we're having to tighten policy more. And so it didn't go up by much in the meeting, I don't think, but that's the idea, is slower progress on inflation, tighter policy, probably higher rates, probably held for longer, just to get to where the kind of restriction that you need to get inflation down to 2%. Ну, просто говорит, что мы знаем, что все данные на самом деле будет лучше, чем мы ожидаем. То есть он говорит, вот безработица сейчас плохая, но значит, нам не нравится, но она будет чуть слабее. И так далее. Инфляция, то есть мы думаем, что она сейчас там 7, на самом деле, да, 7, скажем так, процентов, а она, на самом деле, 6,5. То есть мы знаем, что лагает это все и в лучшую сторону для нас. Overhang of vacancies, meaning that vacancies can come down a fair amount, and we're hearing from many companies that they don't want to lay people off. Видите, он говорит, что вакансии еще высоки. It's been so hard. I mean, I think it feels like we have a structural labor shortage out there, where there are 4 million fewer people, a little more than 4 million, who are in the workforce available to work than there's demand for workforce. So the fact that there's a strong labor market, means that companies will hold on to workers, and it means that it may take longer, but it also means that the costs in unemployment may be less. Again, that we're going to find out empirically, but I think that's a reasonably possible outcome, and you do hear, many. Ему не нравится сильный рынок труда, он постоянно об этом говорит. Он говорит, вот у нас сильный рынок труда, и компания держится своих сотрудников, и нужно что-то сделать больше усилий, чтобы они их отпустили, то есть по факту, чтобы уволили своих сотрудников. Представляете, что он говорит? Но это нужно для борьбы с инфляцией. Does that not then suggest that the policy rate currently forecasted for next year should actually be higher than the 5%? Он сказал, что вы же поняли прогноз, это означает, что и ставка будет ту же. Вы же поняли прогноз по инфляции на следующий год, значит, и ставки будут подниматься, пересмотрены в худшую сторону для рынка. What you see is our best estimate as of today, for how high we need to raise rates, to how much we need to tighten policy to create enough, restrictive policy to slow economic activity and soften the labor market and bring inflation down through those channels. That's all. That is the estimate, best estimate we make today, and as I mentioned, we'll make another estimate for the next SEP, and we'll, of course, between meetings we do the same thing, but we don't publish it. Ничего он не ответил. Что наши ожидания очень точны, что-то такое. Hi, Victoria Guida with На этот вопрос он не особо I wanted to make sure I understand specifically what's going on in the SEP, because you all expect rates to go higher, but you're also more pessimistic about what inflation is going to look like next year. And I was just wondering, given that we have seen some cooling in inflation, is that primarily because of wage growth, that you expect wage growth to be sort of a headwind? No, we're going into next year with higher inflation than we had thought. Он говорит, So что we're actually moving down to
Он сказал, что она говорит ему, что в 2023 году вы ожидаете хуже инфляцию. Он говорит, а мы уже даже сейчас получили хуже инфляцию, чем мы ожидали в 2022. We're moving down still by a very large chunk. I don't think the policy's having any less effect. It's just starting from a higher level at the end of 2022. So we're getting down, I believe the median is 3.5%. That's a pretty significant drop in inflation. And where's it coming from? It's coming from the goods sector clearly. By the middle of next year, we should begin to see lower inflation from the housing services sector. Короче, он сказал, что сейчас инфляция, которая упала, это за счет сильных отраслей. В середине 2023 года мы должны увидеть, как и самые страшные пострадавшие, например, housing inflation, рынок недвижимости, тоже начнет выпрямляться. A better balancing of supply and demand in the labor market so that you have, it's not that we don't want wage increases, we want strong wage increases, we just want them to be at a level that's consistent with 2% inflation. Right now, if you factor in productivity estimates, standard productivity estimates, wages are running, well above what would be consistent with 2% inflation. Thanks. Hi, Chair Powell. Neil Irwin with Axios. Hi. Some of your colleagues have been pretty explicit that they can't imagine rate cuts happening in 2023. That's certainly not implied by the SEP. But futures markets have priced in some easing in the back half of next year. What's your view of the likelihood of any kind of rate cuts next year? What circumstances might make Будут ли они срезать, уменьшать ставку в следующем году? Не повышать, а уменьшать. Assure a return of inflation to our 2%. Стандартный ответ. Вопрос, ответ. Он говорит, если мы увидим показатели, то мы начнем срезать эту ставку, уменьшать ее. I guess I would say it this way. I wouldn't see us considering rate cuts until the committee is confident that inflation is moving down. Он сказал, мы не будем рассматривать снижение ставок, понижение уже ставок, до тех пор, пока каждый член нашего комитета не будет уверен в том, что инфляция побеждена. Steve Matthews with Bloomberg. Bloomberg. Let me ask you about China. In the last few weeks, China has abandoned its COVID policy and been reopening pretty strongly. Китай Wondering if you see that ослабил политику ковида. disinflationary because you're seeing supply chains improve, or inflationary because it obviously brings a lot more demand globally, improves the global. Он говорит, это же поможет цепочкам поставок в Китае. Давай, правильно, Bloomberg пытается запампить. So you're right. Those two things will offset each other. Weaker output in China will push down on commodity prices, but it could. И это опустит цены на сырье, нефть. That could push inflation up in the West. It's very hard to say, how those two will offset each other, and it doesn't seem likely actually that the overall net effect would be material on us. But to your point, China faces a very challenging situation in reopening. We've seen waves of COVID all around the world can interfere with economic activity. China, a very critical manufacturing place for manufacturing and exporting. Their supply chain is very important. China faces a reopening. They've backed away from their COVID restriction policies. There could be very significant increases in COVID, and we'll just have to see. It's a risky situation. But again, it doesn't seem like it's likely to have material overall effects on us. Он сказал, что да, Китай открывается, но как только они откроются, они тут же получат больше кейсов ковида. И он говорит, да, они же боролись с ковидом. Значит, вот эти протесты, я уже додумываю, да, естественно, привели к снижению агрессии правительства в отношении населения. Теперь они ослабляют. Он говорит, но проблема-то останется. Он говорит, что сейчас они откроют это все, и появится еще больше ковида. Но он говорит, что Китай очень важен, потому что это производственная часть, но США не должно пострадать от этого. Right. So the data that we've received so far for October and November, we don't have we have some remaining data to get in November, but they clearly do show a welcome reduction in the monthly pace of price increases. As I mentioned in my opening statement, it will take substantially more evidence to give confidence that inflation is on a. Ну, ему нужно больше доказательств, что инфляция упала. Нам нужно больше доказательств. This report is very much in line with what we've been expecting and hoping for.
And what it does is it provides greater confidence in our forecast of declining inflation. As I mentioned, we've been forecasting significant declines in overall inflation and core Они inflation ожидали in сильного the coming падения в year. инфляции. And this is the kind of reading that it will take to support that. So really this gives us greater confidence in our forecast rather than Ага. at Он this говорит, что point у нас теперь changing больше our уверенности в forecast. нашем прогнозе, который у нас на текущий момент, потому In что terms мы of the видим, что pieces, инфляция we упала. have been expecting goods inflation to come down as supply chain pressures eased. That's happening now. Он сказал, что Housing цепочки services, поставок as I mentioned, возобновились, there is good news in the pipeline as long инфляция as чуть упала. new housing leases show declining inflation. That will show up in the measure around the middle of next year, so that should help. Лизинг домов And the тоже big piece again is core показал services снижение and инфляции. housing, which is very important, and we have a ways to go there. You do see some beginning signs there, but ultimately Какие-то начальные that's знаки. the big, that more than half, as I mentioned, of PCE core index, and it's very fundamentally about the labor market and wages. If you look at wages, look at the average hourly earnings number we got with the last. Он говорит, что, но все опять же упирается значит, в зарплаты и в рынок труда. Инфляция супер, но все упирается в рынок труда и зарплаты. Ну, уволь всех там. Weight on any one report. These things can be volatile month to month, but we'll be looking for wages moving, down to more normal levels where workers are doing well and ultimately their gains are not being eaten up by inflation. Заработные платы он тоже хочет увидеть меньше, что все начинают меньше платить. И, в принципе, мы уже видели, как Морган Стэнли, да, снижает там на 40%, чего-то там бонусы, либо еще что-то. Ну, бонусы это там человек 10, наверное, банка. Но де-факто чего-то они увидели там. And I'm wondering if you're reacting to the fact that the markets have loosened financial conditions, or if you feel the Fed may be a little bit behind on inflation, whether the recent disinflation we're seeing is transitory or not, and how this affects the idea of a soft landing if you're projecting just 0.5% growth. Вот, наконец-то его спросили, будет мягкая просадка вообще, в принципе. Soft landing. I think I got your question. So, one thing is to Вопрос say хороший. is, I think our policies end up getting into a pretty good place now. We're restrictive, and I think we're getting close to that level of. Он говорит, что наша политика очень эффективна, и мы очень близко подходим к тому уровню, который будет работать, чтобы привести инфляцию в норму. Но он говорит, вопрос в том, как долго это займет процесс. Понимаете, если они дошли до планки, которая работает, а дальше как долго эта планка будет давить, чтобы... So that's the point I would make. It's, we see goods prices coming down. We understand what will happen with housing services, but the big story will really be the rest of it, and there's not much progress there, and that's going to take some time. I think my view and my colleagues' view is that this will take some time. We'll have to hold policy. Ну, он сказал, нам нужно будет сохранять нашу политику какое-то время. Причем sometime звучит так, что как будто продолжительное какое-то время нужно будет давить. Поэтому он, отвечая на вопрос... We need to be honest with ourselves that there's, inflation, 12-month core inflation is 6% CPI. That's 3 times our 2% target. Now, it's good to see progress, but let's just understand we have a long ways to go. Он говорит, долгий путь к цели. По поводу мягкой посадки ничего не ответил, но намеками он сказал, что политику придется держать долго. Неизвестно, как она отреагирует, потому что они будут держать. Он говорит, вы представьте, у нас сейчас инфляция в 3 раза больше, чем до этого, до того, как она была. Moves up higher and higher. I think that narrows the runway, but lower inflation readings, if they persist in time, could certainly make it more possible. So I don't think anyone knows whether we're going to have a recession or not, and if we do, сказал, никто не знает. Whether it's going to be a deep one or not. It's not knowable, and certainly, lower inflation reports, were they to continue for a period of time, would increase the likelihood. Он сказал, никто не знает, будет ли рецессия или не будет. Слушайте, он тоже сам говорил про инфляцию. А он знал тогда, он говорил, что инфляция временная, инфляции не будет, потом инфляция временная, потом инфляция уже год целая. И он сказал, если будут у нас хорошие показатели по инфляции, опять же, CPI, PPI, вот эти, то, что мы смотрим постоянно, то это будет увеличивать шанс на мягкую посадку.
You warned Americans of pain earlier this year as the Fed hikes rates, but with the Fed now expected to raise rates higher than you thought when you first said that, just wondering where we are in that pain. How would you describe that to Americans if the projections on unemployment find themselves? That would be 1.6 million Americans out of jobs. Он сказал, 1,4 миллиона американцев должны потерять работу по прогнозу. From a failure to raise rates high enough and from us allowing inflation to... Он говорит, но больше боли люди испытают, не потеряв работу. Хотя странно, да? А если инфляция будет тут? То есть он боится больше инфляции, чем то, что люди волят. When inflation really got out of control and the Fed didn't respond aggressively enough or soon enough in a prior episode, 50 years ago. И он говорит, что, значит, в предыдущем эпизоде, 50 лет назад, ФРС не сделал, не дожал инфляцию, и это было очень плохо. Это было хуже, чем уволенные сотрудники. Интересная вещь, ВИКС очень хорошо, прилично падает, ребят. ВИКС мне чего-то очень нравится, если честно, в последнее время. Я вот до сих пор пока позитивно смотрю на ралли Санта-Клауса, на вот этот вот период, который с сегодняшним днем начался. Серьезно, до сих пор пока позитивно. Но фьючерсы у меня триггер, за которым должны смотреть. Но он сказал, что мы уверены в том, что мы в итоге возьмем инфляцию под контроль. А уж какой ценой, неизвестно. You've reiterated today, and the committee has reiterated its commitment to that 2% inflation target. I wonder, is there ever a point where you actually... Знаете, как хорошо фьючерсы откупают за 200-ю? Знаете, как хорошо? Inflation target if it is stickier than even you think it is. Мягкая посадка все еще возможна на нашем канале. Use our tools to get inflation back to 2%. This isn't the time to be thinking about that. I mean, there may be a longer run project at some point, but that is not where... Он все время намекает на то, что это может быть долго продолжаться. Вот он постоянно говорит longer run project. То есть он говорит, у нас цель 2%, но у нас это долгая цель 2%. Никто не знает, будет ли рецессия или нет. Thank you, Chairman Powell. Nicole Goodkind, CNN Business. As you monitor wage growth and unemployment data, I wonder if you're paying close attention to a sector or even income level. Like, how do you factor potential exacerbations of inequality into your risk calculations, especially given the K-shaped recovery of 2020? So I would go back to the labor market that we had in 2018, 19, 20. So what that looked like was wage increases for the people at the lowest end of the income spectrum were the largest. The gaps between racial groups and gender groups were at their smallest in recorded history. All of that because of a tight labor market. A tight labor market which had inflation running, just a tick below 2%, and the economy growing right at its potential. So that seems like something that would be really good for the economy and for the country if we could get back to that. And so that's what all of us want to do. We want to get back to a long expansion where the labor market can remain strong over an extended period of time. That's a really good thing for workers in the economy, and we'd love to get back to that. That's what our goal is. There's in the near term, we have to use our tools to restore price stability, but we can't. What we have to think about is the medium and longer term. Смотрите, S&P 500 пытается пробить VWAP. Это очень важно, на самом деле, внутри дня. Вот эта синяя линия, на которую он начинает реагировать как сопротивление, это VWAP. Ну и 200 тоже. Не знаю, он сказал, что, опять же, намекая, что ценовая стабильность, намекая, что инфляцию нужно победить любыми путями, он говорит, что она платит дивиденды на многие-многие там десятилетия вперед. То есть победить инфляцию самое основное, нежели, значит, плохой рынок труда. И он говорит, что мы хотели бы выйти из рынка труда. Мечта Пауэлла – это увидеть, значит, что низкие зарплаты поднялись, а высокие зарплаты опустились. И он говорит, что вот такие рецессии, да, значит, предыдущие вещи всегда так происходили. Ну, это всегда, да, повышается, значит, сверху зарплата и понижается нижним во время инфляции даже. Вот поэтому это норма.
Давайте выведу BTC. BTC слабее, кстати, к S&P 500 гораздо. So I don't want to get into too many hypotheticals, but you know, it's hard to deal with hypotheticals. So let me just say that we have to use our tools to support maximum employment and price stability. I've made it clear that right now the labor market's very, very strong. Он сказал, опять же, рынок труда очень-очень силен. You're at or above maximum employment, in 50-year low in unemployment. Vacancies are very high, nominal wages are very high. So the labor market is very, very strong. Labor market Where we're очень missing строгий. is on the inflation side. And we're missing by a lot on the inflation side. So that means we need to really focus on getting inflation under control. And that's what we'll do. I think as the economy heals, the two goals come more into play. But right now, clearly the focus has to be on getting inflation down. Ну, в общем, молодец. Мне рынок нравится, как реагирует в данный момент. Сходил, поймал. Greg Robb from MarketWatch. You spoke a little bit ago. You said that the U.S. it looks like we have a structural labor shortage in the economy. Could you expand on that? Talk a little bit more about that. And really, are you talking about getting Congress action on increasing like legal immigration, things like that? Thank you. Да зачем нам иммиграция теперь легальная? У нас очень много переехало из СССР в Америку. Может быть, поэтому у них рынок труда такой сильный, между прочим. If you just look at demand for labor, you can look at vacancies plus people who are actually working, and then you can take supply of labor by are you in the labor market? Are you looking for a job or have a job? Я говорю, я больше верю даже не в Пауэлла, а я верю в то, что алгоритмы могут выполнить этот сезонный рост без преувеличения. Despite very high wages and an incredibly tight labor market, we don't Учитывая, как реагирует, учитывая по последнему полугодию рынка, как он хорошо реагирует на сезонный поток. Бум-бум, ребята, мы возвращаемся к уровню открытия. Just assume population and reasonable growth and aging of the population. Our labor force should be 3.5 million more than it is, and that there are lots of easy ways to get to bigger numbers than that if you go back a few more years. So why is that? Part of it is just accelerated retirements. People dropped out and aren't coming back at a higher rate than expected. Part of it is that we lost 500,000 people who would have been close to 500,000 working who died from COVID. Ничего он не сказал, прям сверхъестественно. Я им серьезно говорю, ничего сверхъестественного он не сказал. We don't prescribe, it's not our job to prescribe things, but I think if you ask businesses, pretty much everybody. Я говорю, VWAP очень важна для пробоя для институтов внутри дня. I tried to identify that in a speech I gave a month ago, but I stopped short of. Это называется волатильность, когда цена прыгает из стороны в сторону. Спасает от волатильности только дальние стопы, если честно. Правильно. Ребята, технический анализ говорит все. Пауэлл может сказать черти что, вы даже будете его гадать, а что он сказал такого. Вам важно, как реагирует рынок. Вот. Движение цены важнее любого фундаментала, еще чего-то. И так далее. Какую глубокую рецессию вы готовы принять? Неожиданно сразу про глубокую депрессию. And if you look at those forecasts, those are forecasts for slow growth, for a softening labor market, by which I mean unemployment goes up, but not a great deal. And you see inflation coming down. You see rates going up a lot. You see inflation coming down. Those are those forecasts, and that's really what they show. We're not. We all, of course, we don't talk about. This kind of a recession and that kind of a recession. We make those forecasts. The staff runs, and you will see this if you look at the old Teal books, runs alternative simulations of all different kinds at every. Как будто девушка пыталась задампить рынок, если честно, своим вопросом, насколько глубокую рецессию. Он сказал, что может быть мягкая посадка будет, может быть и не будет рецессии. Он скажет, что у них разные модели. We haven't asked ourselves that question.
Ну, в общем, как-то он так гибко ответил, сказал, что буду смотреть за инфляцией, собственно, за этими показателями. Типа, что ты спрашиваешь вообще? О чем? И I все. wanted to ask about the SEP again. If you're reaching peak rates around 5% in the first half of next year and inflation starts to decline materially, that would seem to make the real rate gradually more restrictive. Is that something that's built into the projections and into models? Is that something you would want to see? So we do know that, of course, that's something that we know and we'd see. But as I mentioned, that, you know, we wouldn't, I wouldn't Девушка see определенно the положила одну committee красную cutting свечу. rates until we're confident that inflation is moving down in a sustained way. That would be my test. I don't see us as having a really clear and precise understanding of what the neutral rate is and what real rates are, so that would mechanically happen like that. It'll be a test of for cutting rates. I think in the event it'll be a question of, do we actually feel confident that inflation is coming down in a sustained way? Все Thank то you же very самое. much. Но мы должны увидеть, что, значит, инфляция поднаживает. Ребята, нужно было обрывать Пауэлла на предыдущем, на двух предыдущих. Все, Пауэлл закончил пресс-конференцию. Значит, видите, ему нужен слабый рынок труда. Кстати, классно на канале выложили. 7 января отчет по труду. 7 января. Да, посмотрите на реакцию рынка, она неадекватна. Projections the S&P kept referring to, that's the dot plot, came out showing they expect higher inflation, showing that 17 out of 19 of those Fed members expect the peak Fed funds rate to get 5% or higher. That's higher than the market. Видите, 17-19 членов ФРС видят, что, значит, пик по ставке придется на 5%, 5,5% или более. Или более. Вот это вот то, что не понравилось всем. Первоначально, скажем так, потому что неизвестно даже, что будет дальше в речи, в протоколах Пауэлла. Тем не менее, реакция нормальная, поэтому, ребят, без изменений, смотрим, следуем за стратегией обязательно. Сильный сезонный период, поэтому я буду очень внимательно наблюдать за этим периодом, все-таки это 2 недели и первые числа января. Санта-Клаус называется последние недели декабря, первые числа января, примерно с 24 по 5 января. Давайте, ребят, всем отличного вечера. Возвращаясь в закрытую группу, обязательно подпишитесь на канал по теханализу. Там очень много полезной информации. Кстати говоря, я выложил брошюры. Надеюсь, все скачали. Страт брошюры, свечные паттерны. Кстати, какая красота. Вот там это все можно бесплатно скачать. Всем отличного вечера, всем пока.